Итак, 17 августа. Последний день похода. Ну, вернее сказать, предпоследний. Уж завтра еще выбираться. Вот такая вот стояночка. Утром так выглядит. Всю ночь тлел костер. С утра только сложил дрова. И они сами по себе, без посторонней помощи, разгорелись. Сегодня буду заниматься с лисичками. С другими грибами. Вот они. Вчера буквально за 5 минут нашел неподалеку отсюда грибы. Ставил снасть на налима. Вон там потроха лежат от окуня в ведре, чтобы насекомые их не особо повреждали. Ставил снасть на налима, значит, крючок с потрохами, потом груз. Вот. И, кстати, что интересно, поклевка была. Кто-то дернул ночью. Не знаю во сколько времени, потому что заряда мало аккумулятора. Телефон я отключал, а других часов по глупости своей не взял. Хотя обычно беру. Вот, с утра сегодня окунулся. Вот такая красота. Поплавал вчера, пытался ловить вот там. Сегодня поплыву вот в ту сторону ловить. Может, что поймается, но местные люди говорят, что сейчас что-то клёва нет. Вот так вот тут. Это уже самое завершение шлины. Можно сказать, дельта ее. Рыба-то есть. Но та одежда лежит. Буду сейчас стирать, готовиться к выезду, что в чистом виде, без всякого запаха неприятного, который образуется постепенно в походных условиях. Все-таки отсыревает все. Надо все стирать, чтобы в походных условиях быть чистым и не вонючим. Ну, как всегда, в общем-то. Вот. Лодку на ночь я всегда из воды достаю. Она лежит, подсдуваю, чтобы от перепадов температуры там давление не было избыточным. Вот. Ну, конечно, с зарядкой гаджетов надо что-то думать. Не хватает энергии. Даже при достаточно сильном свете. То ли батарея слабая, то ли павербанки плохие. Кто же знает? Кто же знает? Но красота, конечно, здесь неописуемая. Буду готовить лисички сегодня. Можно даже прямо сейчас их пожарить. Конечно, их с какой-нибудь кашей хорошо. Есть рис. Всю дорогу ел рис. Вот килограмм риса мне хватило, по сути, на 10 дней. Так что рис — это исключительно полезный продукт. Вот думаю, может и сейчас рис сварить, сделать с лисичками рис. А с другой стороны, рис — это рис, но у меня же есть гречка. А гречка с грибами — это тоже неплохо. Вот сейчас буду думать. Или рис сделать. Можно сделать и рис. Потому что и рис с грибами хорошо. Но и гречка с грибами тоже очень неплохо. И с морковью. Ну и рис. Вот такие вот дилеммы бывают. В принципе, и то я могу съесть. А еще лучше, вот, можно обойтись и без риса, и без гречки. Вот там вот висят пакеты, и в них добрые люди оставили много всякой
снеди. Лук там есть, чеснок. Самое главное, там есть картошка мелкая. Вот, пожалуй, вместе с ней я сделаю эти лисички. Вот это будет самое верное решение. Сейчас я сварю эту картошечку. Лисички пожарю. На костре все это сделаю. Баллон газа, кстати, у меня остался. Так и не использован. За вот это все время я использовал 2 баллона газа. И 1 полный остался. Брал 3. Да, решено. Буду делать картошку с лисичками и с луком, с морковью, с чесноком. Вот это будет блюдо. Это будет достойное завершение похода. А уж если по чаяния рыбка поймается, эх, хотелось бы напоследок-то. Эх, хотелось бы. Но тут загадывать нельзя. Это уж как судьба, как Бог даст. Там вот. Будем стараться. А завтра поезд 23:38. Купил первый билет. Ну, то есть на первое место в первом вагоне. Никогда в жизни еще так не ездил. Интересно. Прибывает он, конечно, поздно в Москву, под 4 утра. Но это не страшно. Доеду на такси. С нового Восточного вокзала. О, какой. Это вот тент колышется. Я вчера даже немножко пугался в темноте. Что-то внезапно, как порыв ветра, раз и звуки. А в лесу всякие звуки. Они тревожат. Мало ли что. Тут мне говорили даже, что и медведь есть. Кто-то рассказал, что даже были нападения медведя. Ну, что ж, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Приступаю к приготовлению лисичек. Для этого их надо почистить, порезать. И пожарить. Картошка уже варится. Мыть их нежелательно, наоборот, лучше подсушить, чтобы при жарке они слишком много сока не теряли. Главное, чтобы земли там не было. Вот всякие тут да, лисички. Это очень хорошие дары природы. Вон моторки ездят там, разъездились. Не люблю я эти звуки, но что поделаешь, цивилизации недалеко. Она хоть и недалеко, но дает о себе знать.
Картошку я помыл тщательно и варю в мундире. Потому что она мелкая, чистить там возня не нужна, потеряется много. А так тоненькая шкурка, ничего страшного. Даже на пользу пищевые волокна. Так, честно сказать, здесь не было у меня проблем со стулом. Ни запоров, ни поносов. Один раз объелся жирного, немножко болела печень ночью. Тошнило даже слегка. Думал, придется мне выходить из палатки. Но нет, обошлось все. Слишком много растительного масла было. А так, в принципе, бывает, что в походе нарушается пищеварение. Ну, порой из-за не очень качественного питания. Всякие там фабрикаты, дошираки. Хотя доширак я тоже ел несколько раз. Ну как, витриво такое. Витриво. На самом деле-то лисички ужариваются хорошо. Я их подсушил немного. Они полежали со вчерашнего дня. И на растительном масле с луком все это пожарю. Будет очень-очень офигительно. В Москве такие лисички стоят недешево. Не каждый может себе позволить. Лисички-то дожили. А тут вон под ногами растут такие прекрасные грибы. С этими грибами я отдельно займусь. Может, суп сварю из них. Хочу просто в чистом виде лисички. Хотя, как знать. Может быть, и те грибы можно пустить сюда. Вот так вот. Хороший сегодня денек. Ночью была гроза. Сверкало, то там, то сям. Я уже думал, все, сейчас будет что-то страшное. Нет. Дождик налетел, ливанул, да, сильный, но очень непродолжительный дождь был. Ну все, и всю ночь тихо. Пытался ловить налима, поставил потроха окуня на специальную снасточку с грузом. Офсетный крючок у меня был. Ну вот его только поставил. И что удивительно, поклевка была. Я видел прям как дернулась. Но то ли крючок туповатый, то ли чего, то ли... В общем, непонятно. С утра никто на крючке не оказался. А так, конечно, поймать налима — это мечта. Хотелось бы такую рыбу поймать. Очень бы даже было неплохо. Тресковая рыба. Родственник трески пресноводный. Попробовать хоть какой вкус. Никогда в жизни я не ел налима. В всяком случае, не помню об этом. В каком-то детстве раннем. Да и то, не знаю, скорее всего, не ел. Не факт, что когда-нибудь поем. Ну, хотелось бы попробовать налима. Что это за налим такой? Ну вот,
Лисички просто помельчить, да от мусора всякого очистить. Подточил вчера нож алмазным надфилем. Ох, острый. Этот нож очень практичный, мне помогает хорошо в походе. Ну, конечно, осторожно надо обращаться с такими ножами. Не забывать, что это все-таки серьезная вещь. Вот. Хорошо лисички со сметаной готовить. Но здесь нет сметаны. И не предвидится наличие сметаны, не ожидается. Так что приготовлю с луком, с чесноком. Ух, как ветер-то дует. Особо большие ножи какие-то, как у Рэмбо, они не нужны. Вот максимум размер. Это самый то. Главное острый, чтобы был. А острый, это значит, он должен быть из углеродистой стали. Потому что нержавейку заточить остро можно, но ненадолго. А все время это заниматься, подтачивать, править там его. Ну, можно, в принципе. Мне вот это нравится, такой нож. Острый, может делать все. Все хозяйственные работы этим ножом хорошо делаются. Когда надо и леску отрезать, когда надо еду покрошить, помельчить. Все можно делать им. Вот, долго или коротко, а почти все лисички почищены. Теперь приступаем к луку и чесноку. Тоже лук местный найден тут. У меня есть и свой лук, но этот лук интересней попробовать, что за такой местный лук. О, синий лук. Это очень хорошо. О, какой лук. Just look at this. Маленький лук. Но это ничего не значит. Он может быть очень вкусным. Чистится он, конечно, не очень просто. Такой лук. Сейчас тут подгнишь, что ли? Да. Ну ничего. Этот вообще какой-то лук. Испорченный. Это вроде ничего. Все отходы бросаю в костер. От лисичек-то немного было отходов. Вот он, лук. Ну, лука здесь много не надо, он так придает просто определенный привкус луковый. Вот это хороший цвет, прям такой
томатный цвет. Картошка там булькает. Закипает картошечка. Тут и лучок подоспел. Вот. Да, чтобы резать хорошо лук, нож должен быть весьма острым. Ну, чеснок тоже. Вот делаю снасть нанолима. Крючок и груз от джиг головки. Другого у меня ничего нет. А между ними поводок из лески. Ну, вроде как флюрокарбон, но я не уверен, что это флюрокарбон. Какая-то леска, в общем, достаточно прочная. Вчера были поклевки на подобную снасть. В качестве приманки здесь ставятся потроха от окуня, немножко подтухшие. Потроха лежат в ведре. Вот они, потроха, там лежат. Будет запах, и налим, может быть, придет. Вот костер. Все, что осталось от кучи дров, которая была вчера. Я немного так разбросал его с той целью, чтобы вечером вот эти вот пеньки использовать их для костра. Вот так. А вот еще важное дело сделано. А именно, постирал очередной раз одежду. Чтоб ничего не затухало, не закисало. Надо время от времени простернуть. Вообще надо в походе поддерживать чистоту и гигиену. Это обязательно. То будет противно, неприятно. Как бомж, все равно вонючий. Это никуда не годится. Сейчас поеду вот туда. Ух, как там. Это головли, наверное, там прыгают. Кто их знает? Головли. Осталось совсем мало места в памяти телефона. На 19 минут видео еще. Ну что ж, на той последний день. Вот такая вот красота. Облака. Время от времени летают самолеты, истребители. Всякие разные. Ну, поскольку здесь Хатилово, это аэродром, они оттуда взлетают. Ну вот. А с другой стороны тоже вода. Ну вот что с другой стороны. Тут заряжается техника. Подзаряжаю сначала павербанк, от него телефон. Напрямую телефон не очень хорошо заряжается. Вот, Иван-чай тут. Вон, балаганчик. Хорошо. Вчера дождик был. Тут вот так. То есть я на полуострове на таком. Буль. Кто-то там буль делает. Вот
так вот тут. Сейчас поплаваю. А вот там вот там, виден поселок или же город Красномайский. Это уже цивилизация. Ну а тут еще какая-никакая природа. Вот так вот. Завтра уезжать. Даже брусничка тут есть. Вот она. Распрекрасная. Может, наберу еще брусники. Хотелось бы компотик напоследок сварить. Да, с едой мне в этом походе повезло. И лисички ел, и рыбу ел. Бруснично-черничные компоты пил. Компот из яблок пил. Ну, что еще можно мечтать? О чем? Не знаю. Это вот август. Август, он, с одной стороны, месяц катастроф, а с другой стороны, август — это месяц даров природы. Такие вкусные лисички получились. К сожалению, видеозапись прервалась из-за того, что батарея села в телефоне. Сам процесс приготовления их не удалось заснять. Вот общий вид на весь лагерь. Вот так вот это все выглядит. Вот тут вчера ставил на эту вот рогатину спиннинг в качестве донки. И что интересно, была поклевка. Была, сам видел, как дернулась. Но то ли несовершенство снасти, то ли еще что, плохо насадил. В общем, рыба не поймалась. Но она тут есть. А рыба налим — это просто мечта. Поймать такое-то счастье. Ну, конечно, шанс невелики. Но кто знает. Кто знает. Может быть, будет мне такой подарок судьбы под конец. Налим. Завтра поздно вечером уезжаю на поезде. Вот так вот.